Друзья, с вами ВАЗ-2232, и в этом ролике мы с вами поговорим о PvP. PvP — это неотъемлемая часть игры Diablo Immortal, и те, кто пренебрегают PvP в пользу PvE-контента, они, конечно же, очень многое теряют и больше скучают от однообразного контента. У нас сейчас идет 13-й сезон, насколько я помню. Давайте быстренько посмотрим, чтобы не ошибаться. Да, 13-й сезон. Вы видите, что он уже закончится 15 декабря, друзья, а это значит, что нам нужно очень срочно дойти до легенды для того, чтобы получить свои заветные 10 глифов. Вы видите, что я уже нахожусь на золоте 5, и буквально там пару недель назад я говорил, что я только перешел на золото, может быть, 3 недели назад, и надо же было мне сказать, что каждый блогер Diablo Immortal, который делает ролики по Diablo Immortal, он должен дойти до легенды в PvP. Какой же ты блогер, если ты не легенда? Ну и вот я следую своим наставлениям и всеми силами стараюсь дойти до легенды, чтобы не ударить, друзья, в грязь лицом. Я играю за охотника на демонов, вы все это прекрасно знаете, и это необычный формат ролика. В сезоне 12 я уже делал подобный ролик, потому что некоторые из подписчиков просили меня показать, как выглядят твои каточки, твоего уровня развития героя на последнем золоте, потому что вы все прекрасно знаете, что на рангах до золота, да, у нас до золота здесь серебро и бронза. Бронза вообще очень простые катки, даже когда ты там проигрываешь, ты получаешь дополнительные очки. На серебро, по-моему, тоже какой-то очень маленький штраф за проигрыш. И вот на золоте уже начинается посерьезней, там ты 25 очков получаешь за победу и минус 12 очков за поражение. Но вот на бронзе и серебре, более того, тебе матчатся боты для того, чтобы ты как можно быстрее дошел до золота, где действительно интересно играть в PvP. Я сейчас вам покажу 3 свои каточки во время перехода с золота 4 на золото 5. Сейчас я уже нахожусь на золото 5, и мне осталось совсем немножко дойти до легенды. Я уверен, что я дойду, потому что мой винрейт, как это делается? Мой винрейт сейчас 68%, и в конце этого ролика мы рассчитаем, сколько же всего мне нужно каток для того, чтобы дойти до легенды чисто математически. Мы это сделаем, может быть, на калькуляторе, может быть, я попрошу чат быстренько нам все это рассчитать, но это уже достижимая цель. Просто реально найти время для того, чтобы играть, не так просто. У меня сейчас действительно очень много работы. И, друзья, по мере каточек я буду периодически появляться в кадре, комментировать свой билд. Я считаю, что на моем уровне развития у меня очень классный билд, который идеально сочетается и с резонансом, и с камнями. В общем, синергия действительно очень классная. И этот билд, он собран на сущностях Пекла 8. К сожалению, все новые сущности Пекла 9 не подходят для того, чтобы быть метой поверх тех сущностей, которые я использую сейчас. Я считаю, что вот этот билд очень классно подходит для моего уровня развития персонажа. Этот билд сейчас вы видите на экране, и, кстати, этим же билдом я доходил до прошлой легенды в сезоне 12, и сейчас у меня немножечко, конечно, поменялись характеристики. Давайте посмотрим. У меня 2400 резонанса, я добавил в свой билд классный камень, призрачный виток, и если первое время я играл в стойке защиты, чтобы у меня был повышенная вероятность блока. Нет, здесь не блока, здесь именно, что ты получаешь меньше урона от игрока, на котором прокнул этот виток. То большую часть каток сейчас уже в последнем золоте я играю именно в атакующей стойке, чтобы давать больший урон. И, в общем, этот камень мне просто мега-супер зашел, он мне очень нравится, и поставил я его вместо, как бы вы думали, вместо
плача матери, потому что у меня достаточно прокачанный уровень критического удара, не уровень критического удара, а вероятность критического удара, плюс у меня есть бурлящий исход, ну и плюс, конечно же, у меня есть сетовый комплект награда мрачного проводника, который при каждом рывке бустует шанс твоего крита еще, по-моему, на 22,5%. В общем, у меня критует мой персонаж довольно часто. И если мы посмотрим мои характеристики текущие, то на моем PvP билде 53200 резонанса, друзья, здесь очень много легендарок именно с пекла 8, они просто реально очень хорошие, точно так же, как и сетовых комплектов. Ну, некоторые, вот вы видите, 2745, но вот, например, вопль задушенного, да, этот сетовый комплект у меня еще с пекла 8, у него 2642, но у них очень крутые статы и очень крутые магические характеристики, и я пока в пользу боевого рейтинга их не могу поменять, потому что мне не прокает ничего лучше того, что стоит сейчас на моем персонаже. Вот такие у меня характеристики: урон, здоровье, но самое главное, наверное, второстепенные характеристики, так как я использую призрачный виток, а он прокается именно за счет негативных эффектов, то я сделал небольшую переброску с брони, пробивания брони на мощь и сопротивление и прокачал их на большее значение. Это не совсем обычные значения для охотников на демонов, потому что, играя в PvP, я часто смотрю, какие характеристики у моих соперников, и очень часто использую даже виток. Персонажи, которые используют этот виток, они все равно вбухивают все силы в броню пробивания брони, в пробивание брони в основном, но мощь у них ниже 4000. И если ты хочешь, чтобы у тебя виток работал дольше, да, а в PvP там все еще зависит на мощи и сопротивлении соперника, то, конечно же, эти характеристики очень важны и для охотника на демонов. На этом билде у меня вероятность критического удара базовая 28%. Ну, резонанс я уже сказал, 2400, и он в основном прокачался за счет того, что я многие камни поднял с 3 до 4 звезды. Я даже делал отдельный ролик по этому поводу, как поднять звездность камня. Да, и я их именно динамическим способом, то есть в каждый добавил по копии 4 из 5 звездности, и они у меня дали серьезный буст по резонансу, потому что прошлый сезон я играл 2200, а этот уже играю 2400. Более или менее этот билд описан. Еще раз я покажу ссылочку на ролик этого PvP билда. Посмотрите, если хотите. Но, конечно, он уже требует определенного апдейта, друзья. В общем, давайте с вами перейдем уже, наконец, к каточкам. Вы устраиваетесь поудобней, и всем приятного просмотра. И, друзья, сразу могу сказать, что не во всех, естественно, катках я выигрываю. То есть есть катки, где действительно ты проигрываешь, и это можно заметить с самого начала. Но, как вы помните, по-моему, я говорил, что моя любимая каточка — это когда мы нападающие. Мне почему-то легче узнать таким образом, сможем ли мы победить или нет. Конечно, я смотрю предварительные характеристики своих товарищей по команде, чтобы примерно оценить, насколько хороший матчинг. Но часто бывает... Так, сейчас мне нужно быстренько покончить вот с этим визитером. Куда-то ты проскочил. Ну, видите, мы пробили его спасителя, да, или даже не спасителя, это был гладиатор, и мы его забираем. В общем, друзья, на чем я остановился? На том, что очень сильно, конечно, зависит от того, на какую ты напоролся группу, какие сильные у тебя товарищи по команде. И часто бывает несправедливый матчинг. У меня такое вот в моем пути по золоту было достаточно часто, когда я матчился с очень сильными игроками, но тем не менее тоже не ударял там
в грязь лицом. У меня, конечно, было не очень много убийств, но у меня было много поддержки, максимальное время по контролю. И даже если мы проигрывали, иногда я получал бонусные очки. Ну и вы видите, что здесь достаточно серьезные соперники. У нас осталось 5 минут 20 секунд, и при этом наши соперники уже прошли треть с идолами. Я думаю, что это проигрышная катка, точно я не помню, но вот как-то прям мой урон не идет по игрокам, которые сопровождают идола. Всего пока у меня 2 убийства. Правый идол у нас уже практически дошел. Ну, что-то прям вообще... Ой, слушайте, меня... Ну, здесь, конечно, очень большой урон у соперника был, и я ничего не смог, естественно, сделать. Тут, друзья, конечно, когда у соперника очень сильный перекос в сторону характеристик, у него больше, и тебя, можно сказать, ваншотят, это как раз и является вот тем фактором, почему многие игроки, в основном предпочитающие бегать по открытому миру, не играют в PvP, потому что, ну, теряется интерес, и Blizzard делает все для того, чтобы исправить этот матчинг. У нас осталось 3 минуты 50 секунд, и мы практически уже проиграли, потому что вы видите, что идолы практически дошли, и их не удается сдерживать. То есть действительно игроки превышают, я вот просто играю, я чувствую, что игроки превышают мой уровень развития. А для моего уровня развития, друзья, я вам скажу, что у меня очень неплохой уровень по 5000 статы, 4500 мощи сопротивления. Ну и мы проиграли гонку идолов. Все, бежим, короче. Я думаю, что мы здесь проигрываем уже, это 100%. И, скорее всего, мы быстренько глянем, какие характеристики у наших соперников были. Я думаю, что мы там значительно слабее. Ну, естественно, древнее сердце не может выстоять 5 минут. это возможно только когда у тебя осталось там 4-5 убийств. Вот тогда это имеет смысл. Мы здесь проигрываем, друзья. Ну и такое бывает, что сделаешь. Давайте быстренько посмотрим, что у нас с соперниками. Я, видите, лидер по контролю, что здорово. Быстренько посмотрим Васек. Ага, 5-6, 5-4, резонанс. Сколько там? 3700. Ну, давайте, думаю, следующего посмотрим быстренько. 4-4, 2300. Ну, это вот, кстати, моего уровня игрок. Ну, в общем, друзья, мы здесь проигрываем, но я получаю 2 очка за жетоны поля боя, потому что у меня было лучшее время контроля других игроков. И, друзья, у нас следующая каточка. Давайте посмотрим, как будет выглядеть она. Мы здесь опять защищающиеся. И, если честно, как я уже и говорил, я люблю больше быть нападающим, потому что мне легче определить. Хотя в защищающемся режиме тоже можно быстро определить, если соперники убивают стражей очень быстро и не успевают даже посражаться с тобой, то это тоже говорит о том, что команда очень сильная. Ну, я, как всегда, стараюсь немножечко подамажить народ, пока он пробегает вот эту вот зону спавна. И вы видите, что у нас очень хорошо это получается. Я думаю, что это может быть и победная катка. Сейчас у нас всего 6 минут 25 секунд. Мне нужно срочно убегать, лечиться. Вот, конечно, сработал мой гладиатор. В общем, ужасный способ бессмертия, если честно, потому что ты замираешь на 3 секунды, хоть у тебя и восстанавливается здоровье, но это, конечно,
полный трэш. Мне гораздо больше нравится, как работает мой спаситель на суперкотике, которого я, друзья, выбил в одном из роликов по том, как получить нужного фамильяра. Кстати, посмотрите этот ролик, очень интересный, обещаю, не пожалеете. Он действительно классный, мне там очень повезло, но он объясняет, как получить, в общем-то, фамильяра очень простым языком. Ну, давайте не будем давать этим друзьям активировать идол, хотя у меня... Нет, меня здесь убивают, не дать я не смог. Быстренько возрождаемся, и нам нужно, конечно, по максимуму сопротивляться. И я стараюсь здесь быть не только на поддержке, но и все время лезу в самое пекло, потому что мой навык рывка, он избавляет меня от контроля. Но вот вы видите, дамажит меня очень сильно. Действительно, наши соперники довольно сильные. Здесь нужно быть осторожней с тем, чтобы лезть на рожон. Я использую тактику именно прыгать в пекло, и вы заметили, что играю на стойке именно атаки для того, чтобы давать максимальный урон. У меня в билде виток, который как раз и отвечает за это. В общем, мой билд, он заключается как раз в том, чтобы совершать максимальное количество рывков, потому что у меня два умения настроены исключительно на автоатаку. И каждый раз, когда я совершаю урон, у меня вылетает шакрам, у меня дымовая завеса бьет бомбой, и это как раз и есть мой основной урон. Единственное, что у них кулдаун увеличенный, когда играешь в PvP. Когда я играю в PvE, у них такой длинный кулдаун, что у меня они практически на кулдауне даже не бывают. А здесь мне нужно все время подгадывать. И у них реальный кулдаун порядка 3 секунд получается, когда у меня не работают эти навыки. Вот вы видите, 2, 1, и у меня сейчас не работают эти навыки. Я опять включаю, вперед-назад, у меня выпрыгивают шакрамы, выпрыгивают бомбы из дымовой завесы, и я еще это полирую все обстрелом, вот этими проницающими стрелами. Но они, конечно, дамажат не так, как шакрамчики. Но видите, у меня неплохо получается сдерживать народ, хотя, как оказалось, плохо, да, я растратил, и у нас вся команда мертва. В общем, что-то я думаю, что мы все-таки здесь тоже, по-моему, проиграем. Не помню точно, но должно быть хоть одна победная катка. Я же все-таки дошел каким-то образом до золота 5. И, друзья, очень интересный момент, о котором мы обсуждали, кстати, и в телеграм-канале DI Tools по Diablo Immortal. Я напомню, что у меня есть канал DI Tools по Diablo Immortal, и он достаточно популярный, набирает популярность. У нас, по-моему, уже больше 250 подписчиков. Напомню, что каждые 100 подписчиков я разыгрываю усиленный боевой пропуск коллекционера. И уже 2 счастливчика, 2 игрока получили этот усиленный боевой пропуск и активно его фармят, забирают оттуда награды. Так вот, на этом телеграм-канале мы как раз и обсуждали, либо я давал пост о том, что поле боя стало действительно более справедливым. Очень многие с этим не согласны, но я считаю, что действительно поле боя стало более справедливым вот с последними изменениями. Почему? Потому что очень часто, когда ты матчишься реально с огромным перекосом по резонансу, тебе возвращают все очки. То есть в конце у тебя как бы вычитаются очки за проигрыш, а потом выскакивает сообщение, что извините, похоже, матчинг был несправедливым, и, чувак, мы тебе возвращаем все очки. И у меня такое было 2 или 3 раза, ну, часто, и я действительно с очень большим перекосом был. Я не чувствую сейчас, что большой перекос, я чувствую, что я слабее соперников. Мы потом посмотрим коротко на их характеристики, но я вижу, что они либо тактически хорошо играют, либо наши игроки в нашей команде играют хуже. Но я реально считаю, что подбор игроков стал лучше. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Я люблю конструктивную дискуссию, и чаще всего ребята, которые
проигрывают на поле боя, они упускают какие-то детали в механике, в тактике поля боя. Но самое главное, это, конечно, более тонко разбираться в механике тех навыков, которые ты используешь, согласно... Ну, то есть их нужно подбирать под свой уровень развития. Ну, блин, слушайте, это уже немножко страшно начинает быть, потому что у нас один игрок, вы видите, пропал куда-то, он, на нем горит вот такая стрелочка, что он не в сети. И сейчас они доведут идолов, но у нас уже 61 убийство, нам нужно совершить всего 4 убийства для того, чтобы выиграть. В общем, я думаю, что у нас все шансы выиграть здесь есть, осталось всего 3 убийства, 2 убийства, и я думаю, что мы здесь выигрываем, потому что даже если они дойдут идолами, 1 убийство, мы здесь точно выигрываем. Ну, мы побеждаем. Давайте, все, отлично, мы сделали 65 убийств, и мы выиграли по убийствам. Друзья, это вот 100% идеальный матчинг. Давайте быстренько посмотрим, кто у нас там из сильных игроков. Видите, я лидер по контролю. Что у нас с Арисом? Ну, ничего особенного. Как у меня характеристики. 3500, только резонанс большой. Ну и я набираю 25 очков. Мне осталось совсем немножечко для того, чтобы, друзья, перейти на золото 5. И, друзья, это 3-я последняя каточка, она победная, я уже знаю заранее, потому что в ней я как раз и перехожу на золото 5. Ну, давайте посмотрим, как она будет идти, потому что это именно та каточка, которая мне нравится. Мне нравится быть нападающим. И я сразу же дамажу среднего идола. Перехожу на правого, но вы видите, если туда добегает барабашка, который начинает тебя мочить и своим бессмертием не умирать, это, конечно, полная задница. Не помню точно, убьют меня здесь или нет, но, друзья, здесь очень важна тактика. Можно не бояться умирать на этом этапе, потому что, насколько я знаю, ты очнешься, ты возродишься как раз в зоне спавна рядом с идолами. И часто, когда игроки забегают на твою часть поля боя и начинают тебя дамажить, да, они упускают момент, что ты возродился там, потом быстренько пробежал, пока никого нет, к идолам и активировал их. Короче, это тоже интересная тактика. Ее, конечно, понимаешь, когда несколько сезонов доходишь до легенды, ты все эти тактики уже учишь. Но давайте сейчас посмотрим. Что-то меня тут очень сильно пробили. Надо немного подлечиться, конечно. В общем, друзья, возвращаясь к теме справедливости PvP после последних изменений, я считаю, что очень все неплохо. И тут очень важно соответствовать, как бы, ну, что самое важное? Вот все качают резонанс, но, друзья, резонанс качать не нужно в поле боя, потому что чем больше у тебя резонанс, это одна из метрик, которая участвует в матчинге. Тебя будут матчить с более мощными игроками, с гораздо большим резонансом. Качай свои второстепенные характеристики и также правильно синергетически, правильно подбирай свои камни, чтобы у тебя умения соответствовали друг другу. Немногие камни просто не подходят для PvP. PvP очень нужен контроль, замедление противников, ну, контроль очень нужен. Ну и также ускользание от контроля соперников. В общем, друзья, это очень важно, и мой текущий PvP-билд, он отвечает всем этим правилам. И даже вот с резонансом, как у меня, это 2-2,5 тысячи, мне, ну, относительно не напряжно, по времени, конечно, напряжно. Можно доходить до легенды и получать эти 10 заветных глифов, а также медаль блогера, который дошел до легенды. Поэтому не гонитесь за резонансом, не тратьте кучу денег на глифы, хотя это тоже очень увлекательно, что тебе выпадет. И в открытом мире классно убивать монстров убивать ваншотом, да. Но я считаю, что PvP это прям супер часть игры, и если бы его не было, ну, было бы реально скучно играть. Вы видите, что мы здесь достаточно сильно и красиво идем, и я, кстати, тоже неплохо иду, прям
хорошо, танковито, толкаю левый идол. В общем, интересная каточка. Да, мы здесь точно выигрываем, это я знаю заранее, потому что именно на этой катке я перехожу на золото 5. Ну и все, у меня нужно отлечиваться. Вы видите, мне приходится делать такой долгий путь для того, чтобы у меня откулдаунился мой эликсир здоровья. Но мы попробуем с этой стороны. Убиваем всех, кто пытается на нас нападать. Делаем мы это с помощью рывка, за счет чего мы проклинаем, по-моему, это за счет именно легендарного навыка Парагона. Мы проклинаем противников, и дальше в моем билде есть несколько камней, которые на негативные эффекты эти, и мы как раз дамажим по ним с двойной и тройной силой. Поэтому эти рывки так важны. Плюс они помогают избежать контроля, плюс они восстанавливается кулдаун рывка, когда ты получаешь урон. В общем, билд просто замечательный. Прыгаешь как буря. Вот когда он появился, он тоже все время прыгает, я периодически вижу. Но я, кстати, в последнее время не вижу бурь. Это тоже интересный момент. Я вижу только Blood Knight, это темный рыцарь, да, кровавый рыцарь крови. Я вижу некромантов, и я вижу охотников на демонов с друидами. Вот эти 4 класса сейчас реально в мете PvP. И у нас, естественно, Blizzard анонсировала, что будет ребаланс. Они сейчас его не делали, потому что шоу Boat of Realms, это схватка миров. И чтобы не портить игрокам настроение во время еще некоторые битвы не закончились. Ну и... Ну что, я на гладиаторе. У тебя никаких шансов меня убить нет, и полный иммунитет. Мы здесь выигрываем, друзья. Мы выигрываем, друзья, и я перехожу на золото 5. И сейчас мы с вами посчитаем, сколько еще каточек мне осталось для того, чтобы добраться до легенды. Но время у нас точно есть до 15 декабря. Давайте коротко посмотрим наших друзей. Вы видите, что у меня хорошие очки там есть. Что у нас? 4, 5, 200, 4700. Ну, слушайте, это сильный игрок. Я бы не сказал, что прям супер сильный, но достаточно сильный. Вот так вот, в общем, друзья, выглядит мой путь по золоту до легенды. Друзья, именно так выглядят мои PvP-будни. Ну, если быть очень точным, то это где-то совсем вечера, потому что сейчас еще серверное время отличается от локации, где я нахожусь, примерно на 2 часа. И у меня катки поля боя длятся до 2 часов ночи, поэтому я обычно сажусь играть где-то в час ночи по местному времени, ну, иногда чуть-чуть раньше, когда полностью освобождаюсь, уже все спят, и ты спокойно можешь понервничать и погнуть iPad большими пальцами. И давайте теперь поймем основное, что я хотел сказать, что если вы не играете PvP, то вы совершаете большую ошибку. Обязательно играйте PvP, это очень-очень крутая часть вселенной Diablo Immortal. Без PvP я считаю, что вы играете в игру, ну, на 40%. Вы 60% оставляете нетронутым. Ну и как можно наслаждаться? Все время будете недовольны, что что-то не так. Я считаю, что матчинг действительно хорошо подкрутили, он стал более справедливым. Периодически у тебя спрашивают твое мнение для оценки матчинга. Ну и самое главное, что если есть очень сильные перекосы, а их очень редко стало, вот сейчас, пока я по золоту иду, их действительно очень редко я их встречал, тебе возвращают очки. Игра сама видит, что матчинг несправедливый, но, видимо, она его запускает для того, чтобы просто не пропускать катку, да, потому что игроки не могут найти других игроков примерного такого же уровня. Ну и я считаю, что PvP прям классно.
Плюс вот те махинации, которые я делал в последнее время с билдами, и как я прокачивал камни. Спасибо, конечно, моему видеоблогу на YouTube DI Tools, потому что именно благодаря нему я стараюсь поддерживать, так сказать, уровень и разбираюсь в механиках вместе с вами. Кстати, большое спасибо всем подписчикам, которые конструктивно меня поправляют и что-то комментируют и дают советы. Это я точно так же узнаю от вас много нового. И, в общем, это дало мне как раз подтянуть свои характеристики. Я считаю, что вот этот PvP-сезон у меня проходит легче, чем предыдущий. И, друзья, давайте мы с вами быстренько подумаем, сколько же мне осталось каток для того, чтобы пройти все золото 5 и добраться до легенды. Видите, мне нужно 3000 очков. У меня сейчас, друзья, 2815 очков. И для этого мне реально сейчас сложно с математикой, потому что я сегодня с утра быстро записал ролик, а потом работал. И давайте мы спросим чат. Чатушка, скажи нам, пожалуйста, вот мне нужно посчитать, сколько мне нужно еще каточек для того, чтобы пройти до легенды, учитывая, что мне осталось всего 200 очков. Мы не будем брать 15, вот мне осталось реально 200 очков. Мой win rate 68%, и на моем текущем ранге я за победу получаю 25 очков, а за поражение у меня забирают 12 очков. Рассчитай это, пожалуйста, без лишней воды, быстренько формулы, и сразу же давай, сколько нам каток осталось. Конечно, Вась, без лишней воды. Учитывая твой винрейт 68% и разницу в очках, 25 за победу, минус 12 за поражение. В среднем за игру ты получаешь примерно 21 очко. Чтобы набрать 200 очков, тебе нужно около 10 каток. Вот и все. Просто и быстро. Подожди, что ты несешь? Что ты несешь? У меня забирают 12 за поражение. Я не получаю 12 за поражение, у меня забирают. То есть 25 я получаю, когда я выигрываю, но когда я проигрываю, у меня забирают 12 очков. А винрейт всего 68%. Давай пересчитывай. Окей, без проблем. Пересчитаем с учетом того, что при проигрыше у тебя минус 12 очков. Итак, у тебя 68% побед и 32% поражений. За победу ты получаешь 25 очков, за поражение теряешь 12 очков. Значит, в среднем за одну игру ты зарабатываешь 68% от 25 очков, минус 32% от 12 очков. Давай посчитаем. 68% от 25 – это примерно 17 очков. 32% от 12 – это примерно 3,8 очков. Но поскольку за поражение это вычитание, мы от 17 очков отнимаем примерно 3,8 очков. Получается около 13 очков в среднем за игру. Теперь у тебя 200 очков до легенды, делим 200 на 13, это примерно 15 с небольшим игр. Округляем в большую сторону, и получается, что тебе нужно сыграть около 16 каток. Вот и все, теперь расчеты верные. Ну, друзья, получается, что мне нужно сыграть всего 16 каточек для того, чтобы дойти до легенды. Ну, иногда чатушка тупит, там нужно правильные промпты давать, потому что я ее немножко уже мучил по этим очкам. Лень самому это рассчитывать. И помните, что чат — это не замена, конечно, интеллекта, это как раз ассистент вашему интеллекту. Ну, а с этим, друзья, я хочу поблагодарить всех, кто досмотрел этот ролик до конца. Конечно же, простите меня за очень долгие монологи, но я надеюсь, что мои мысли по поводу PvP в игре Diablo Immortal кому-то были полезны. Повторяюсь, я считаю, что игра развивается, я не считаю, что она стагнирует, хотя иногда у меня бывает такое настроение. В общем, друзья, играйте в PvP. Diablo Immortal действительно развивается, но, конечно же, могла бы развиваться и лучше. Спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Это помогает развитию канала. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике.